Hi everyone, my name is Alina and today I'm back with the video that you liked before. Improve your reading skills in Russian. We are going to read today a very interesting book, Mind Power, the part of this book. And if you didn't see the previous video when we were reading the book 5 Love Languages, you can watch it here. And now let's start with this one. Okay, I want to remind you how we are going to read. First, you watch this video and just listen to my reading. And the second time, when you read this video, sentence by sentence that I read, you stop the video and you try to pronounce, to say the same sentence, the same way I'm saying it. And like this, you will improve your speed of reading, your listening comprehension, and your pronunciation in Russian. And for today, I chose the 13th chapter from the book about self-esteem. I believe that that's a very important topic, and personally I really like this. And today we are going to read this small part of this book together. Глава 13. Самооценка. Нечто, скрываемое нами, будет порождать в нас неуверенность, пока мы не признаем, что это нечто мы сами. Почти каждый согласится с утверждением, что хорошая, здравая самооценка очень важна. Но лишь немногие понимают, как прийти к осознанию собственной значимости. Наша самооценка складывается из мысленного представления всех понятий, сформировавшихся за прожитые годы. В конце концов, это представление настолько впечатывается в подсознание, что начинает жить само по себе. И мы просто забываем, что сами создали его, а потому можем изменить и переделать. Давайте пристальнее посмотрим, как складывается самооценка. В детстве, когда впервые закладывается ценность человека, мы впитываем представление о себе от окружающих. И если ребенок видел от родителей любовь и поддержку, то, скорее всего, став взрослым, он будет относиться к себе хорошо. Если же родители бранили, высмеивали или унижали свое чадо, то в дальнейшем у такого человека выработается менее позитивная самооценка. Повзрослев, мы оставляем родительский дом и входим в большой мир ровесников и старших. И бесчисленные новые познания накладывают на нас свой отпечаток. К сожалению, если вы привыкли придавать слишком большое значение неизбежным жизненным разочарованиям, то не исключено, что именно разочарованность станет главной частью вашего имиджа. Воспринимайте себя серьезно. Если не ухаживать за машиной, она неизбежно сломается. Если перестать следить за порядком в доме, он обветшает и развалится. Точно так же необходимо заботиться и о своей самооценке, если хотите быть сильным и полным жизни. Невежество и пренебрежение к себе занизят самооценку. Возьмите за правило заботиться об отношении к себе, как о себе самом. Жизнь полна периодически возникающими разочарованиями, душевной болью, поражениями и проблемами. И если не быть осторожным, этот груз просто утянет вас на дно. Необходимо укреплять самооценку, чтобы поддержать здоровый имидж. Можно добиться этого, настраивая ваше сознание на положительные, вдохновляющие, рождающие душевный подъем мысли о собственной персоне. Иногда полезно даже немного смошенничать и включить сюда мечты, еще не ставшие реальностью. Помните,
что подсознание примет любые соображения, постоянно у вас возникающие, независимо от того, правдивы они или нет. В конечном итоге эти мысли станут частью вашего образа. 3 следующие концепции могут улучшить вашу самооценку. Первое. Вы уникальны. Ни один человек на свете не способен мыслить, как вы. Никто не может сделать что-то лучше вас. Большинство людей считает, что они заурядны. Но уж вы-то не сделаете такой ошибки. Даже и не пытайтесь искать подтверждений своей уникальности. Просто думайте и поступайте соответственно. Радуйтесь мысли, что живете на Земле и что вы хороши такими, каковы есть. Держитесь достоинством, которого заслуживаете, и ставьте себя в выгодное положение. Второе. Вы можете сделать все, что захотите. Мы забываем, что жизнь предоставляет безграничные возможности и варианты. И слишком часто, просто погрязнув в обыденности и рутине, упускаем из виду, чего можем достигнуть, приложив усилия. Вы можете отправиться в любую страну, выучить иностранный язык, начать собственное дело, научиться играть на музыкальных инструментах, стать членом любого клуба, научиться ремеслу, освоить новую профессию, изменить карьеру, начать научно-исследовательскую работу, думать обо всем. Так что же вы не в состоянии сделать при соответствующем настроении? В вашем мозгу, как в хорошем компьютере, уже написаны обширные программы, проигрывающие все варианты. Я называю это нашими голографическими возможностями. Из томатного семечка может вырасти лишь томат. Роза может стать только розой. Их удел – существовать в реальности, но вы обладаете неограниченным потенциалом. Какое бы зерно вы ни выбрали, оно может прорасти у вас. Третье. У вас безграничная власть над собой. Каждый день вы просыпаетесь, обладая безграничной властью, неограниченными возможностями. Речь идет о способности выбрать свой собственный образ мышления. Никто не может говорить вам, как или о чем думать. Вы и только вы определяете, что делать с этой властью. Вы в состоянии создать, построить или стабилизировать любую область вашей жизни. Как вы о себе думаете, таким и станете. Робкие мысли создают робкого человека. Уверенные мысли – уверенного. Слабые – безвольного. Сильные – решительного. Целенаправленные – целеустремленного. Неосуществимые – непрактичного. Беспомощные – беспомощного. Жалость к себе приведет к тому, что человек вечно будет себя жалеть. Полный энтузиазма мысли – энергичного. Нежность рождает любящего человека. Успешные – удачливого. Вы ответственны за создание и сохранение вашего отношения к самому себе. Будьте признательны себе. Мысленно представляйте, развивайте и подтверждайте свои положительные качества. Любите себя. Себялюбие, если оно не относится к типу «я лучше всех», играет очень важную роль. Следуйте принципу «я хорош такой, какой я есть». Осознайте, что вам не нужно быть кем-то другим. Парадокс заключается в том, что приняв себя каким есть, вы сможете с легкостью измениться и стать другим. Конечно, трудно сразу же полюбить себя после долгого периода неуверенности и антипатии. Самоодобрение,
позволяющее продвинуться дальше, запрятано где-то очень глубоко. Перестаньте на себя давить, ведь совершенно не нужно казаться кем-то другим. Лишь приняв себя таким, какой есть, вы сможете изучить некоторые другие качества с приставкой «само», которые вдруг захотите приобрести. Самоуверенность. Станьте самоуверенным. Не настраивайтесь на меньшее, чем твердая вера и убежденность в том, что вы полны энергии, все можете и обязательно добьетесь успеха. Если вам не везло в детстве, забудьте об этом. Вы в настоящем, и будущее не за горами. Что с того, что раньше вы терпели неудачи? Единственное, что стоит принять во внимание, это как вы мыслите сейчас и как поступите в дальнейшем. Поверив в себя и в свои силы, вы сможете легче найти выход из любой житейской ситуации. Изменившись сами, вы увидите, как изменилось все вокруг. Итак, все в ваших руках. That's it. I hope you liked this part and my reading, and you'll be able to practice your reading skills now with this video. Thank you very much for watching. I remind you that you can find transcript and audio of this video on my Patreon page. Subscribe to my channel and learn Russian with me.